Доброго времени суток, дорогие друзья! Канал Рыболов-Копатель приветствует вас. Сегодня я приехал один, чтобы погулять в лесу, попутешествовать и найти что-нибудь интересное. Уже и птицы немного по-другому поют, по-весеннему. Разнообразно и более насыщенно. Хотя не могу сказать, что зима у нас сильно холодная была. Сезон, можно сказать, и не прекращался. Хочу пройти к речке. Тут довольно-таки интересная речушка пробегает. Попробую походить сегодня вдоль нее. Включу прибор заранее. И пока буду идти, буду зондировать, как говорится, почву. Что интересное найду, все вы, соответственно, тоже увидите. Обязательно подписывайтесь. Кто еще не подписался, ставьте палец вверх и пишите приветственные комментарии. Ну а всем тем, у кого плохо работает YouTube, переходите на Дзен, друзья. Поехали. Ребят, я только тронулся, избитая временами дорога. Короче, выкапываю вот тут 50 фенингов. 50 фенингов сейчас покажу в убитом состоянии. Но это еще не все. Вот тут выкапываю вот эту крышку и стекляшку. Ямку закапываем. Больше сигналов не было. Короче, рядом сигнал. И смотрите. Ой-ой-ой, друзья, это что-то очень интересное. И объясните мне, как вот так? Как такое бывает? Вот дорога, избитая временами, тысячами копателей. И смотрите. Ух ты! Это что-то очень интересное, дорогие друзья. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это какие-то масонские дела, ребята. Я вижу циркуль. Давайте почистим. Я в шоке. Это что-то очень крутое. Фу, аж заклокотало все. Вот это приехал, ребята. Я просто в шоке. Это какая-то крутая, очень крутая штука, друзья. Самое главное, масонские символы я уже вижу. Вы не представляете сейчас мое состояние. Я готов домой ехать, ребят. Просто внутри такой адреналин шпарит, просто с дофамином. Я хочу ее слегка, вот маленькой пластиковой щеточкой. На латыни что-то написано. Состояние просто. Сейчас переверну камеру, посмотрим. Блин, вот с этой стороны чуть залеплено. Смотрите на размер. Она бронзовая. Как ее здесь не назвонили? Я просто не понимаю. Вот она лежала. Вот тут вот трубу я назвонил рядом. Вот тут лежала. Это что-то очень крутое, друзья. Давайте аккуратно эту сторону почистим. Блин, куда-то щетку кинул уже на адреналине. Я не хочу стирать великолепие следов времени в виде вот этих окислов, патины. Но мы видим здесь какие-то братики-масоны, походу. Это стопудово какая-то масонская тема. Я знаю, что вот дом, который тут стоял, тут жил барон. И по масонам тут находили уже. Это просто изумительно. Шикарнейшая находка. Объясните мне теперь, друзья, не чудеса ли это? И
И как теперь идти к той самой реке, на которую планировал, когда здесь такая находка. Кто бы знал, и почему я именно здесь включил прибор. Просто вот зашкаливает, я вам серьезно говорю, это просто какой-то. Я первый раз вот такой, даже с орденом не испытал такого. Ну там растянуто, потому что все было. Сначала одна часть, звезда ордена Короны Пруссии, я имею в виду. Потом вторая часть. А здесь просто вот так вот бах. Фух, вообще. Данные кадры посвящаются прекрасной половине зрительниц, подписчиц канала Рыболов-Копатель. Подснежники. Черемша, кстати, пошла. Может, и встретим сегодня с вами. Опа. Подковы, металлолом, как обычно, ползут. Опа. Дверца печная. Как будто в сборе. Может, рисунки какие-нибудь есть. Надо чистить. Еще какой-то уставший инструмент. Какой-то ключик. А-ля газовый. Нынешний. Уставший. Только на металл. Ну точно какая-то масонская мастерская была, блин. Вон отвертка. Ключ, отвертка, топор. Под валуном еще сигнал. И как перед этим доставал, дверца тоже от печки, только поменьше. Дверца. Видите, бронзовые ручки. Все залепленное. Может, и что нарисовано тоже на крышке. Там крышка велозвонка, но она черная, к сожалению. Не бронза, без надписей. Жаль. Сигнал был смешанный такой. Лезвия ножа, я думаю, клейма будут. Ростфрай Золинген. Что же ты не целый, ножик? Что же ты не целый? Кусочек пепельницы выскочил. Жаль, битая. Может, и не пепельница. Может, это роллы ели, там суши, китайскую кухню. И соевый соус сюда добавляли. И обмакивали, собственно. Вроде цветной сигнал был. И вылетает вот что-то. Плюшка цветная. Не знаю. Может, от швейной машинки что-нибудь.
Отдельно бы выкопал, подумал бы, что конина. Это накладка какая-то. Есть глубоченный сигнал, друзья, уже штыка 2-3 заглубился, и он еще идет там. Что же там интересно? Какая-то штука с узорами. Что-то украшало. Ну, походу, в цвет мед уходит. Имеется незавершенность некая. Итак, дорогие друзья, перед нами чуть-чуть не масонская тема. Я ошибался. Это памятная медаль к золотой свадьбе Евангелистской церкви Старопрусского Союза. На реверсе надпись из Библии: «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Послание к римлянам, глава 12, строка 12. Пока не знаю, как ее чистить, но вот этот зеленый цвет, он мне очень и очень нравится. Чеканка этих медалей началась 18 августа 1926 года. В последующие годы были задействованы различные заводы для удовлетворения потребностей в 5000 экземпляров в год. Эти медали производились из бронзы до 1936 года. С 1937 года использовался цинк. Последняя церемония золотой свадьбы состоялась в 1943 году. Тут по скольчикам видно то, что она бронзовая. Стало быть, ранняя. Но посмотрите, какая плюха огромная. Да, крутая находка, друзья. И действительно, повторюсь вновь, что поражает то место, где она была найдена. Поселок, излюбленный комрадами, просто испепеленный раскопами. А тем более это, можно сказать, дорога была. И каким образом на глубине в полштыка лопаты лежала вот эта большая, круглая, хорошо звенящая цель. И столько людей мимо нее топталось по ней рядом. Рядом все ж перекопано. Ну вот, она ждала почему-то именно когда я ее выкопаю. И удивился я в очередной раз, дорогие зрители, что насколько все вилами по воде писано в этом интересном деле, как приборный поиск. Дело случая, воля случая. Что, друзья, подсобрал металлолом еще, 50 килограмм там получилось. Съездил, сдал. Вот такой выезд сегодня получился. Блин, вот эта настольная медаль, конечно, меня вообще взбудоражила конкретно. Вот такая находка. Я доволен. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх и пишите ваши комментарии. Все, до новых встреч. Всем пока.